Приветствую, друзья! С вами оружейные новинки от компании Ibis. И сегодня у нас несколько новинок от достаточно известных уже на нашем рынке компаний. Это прежде всего американская компания Patriot Ordnance Factory, новые карабины в калибрах 223 Remington, 308 Winchester. Также это очень интересная и очень долгожданная новинка от компании Night Force, новый оптический прицел. И также это целое семейство оптических прицелов Elcan от канадской компании Armament Technologies. Новинки действительно интересные, есть о чем рассказать и есть что показать, поэтому давайте приступим. И начнем мы с карабина, который находится у меня в руках. Это карабин под названием P415 Edge, производства американской компании Patriot Ordnance Factory. У данного производителя такое количество интереснейших инноваций и конструктивных особенностей, что мы сняли уже несколько обзоров о карабинах Patriot Ordnance Factory, и все из них вы неизменно с большим интересом смотрели и комментировали. В новой модели изменилось не так много по сравнению со старыми. В частности, вот в данном конкретном экземпляре более короткая длина ствола. То есть не 16 дюймов, как это традиционно принято в подобном оружии, а 14,5 дюймов. Казалось бы, разница не такая большая, всего 1,5 дюйма, но тем не менее на практике она оказывается очень и очень существенной, и это заслуживает того, чтобы поговорить об этом отдельно. Для чего нужен более короткий карабин? Прежде всего, короткий карабин очень удобен и, что называется, разворотист. То есть с ним действительно удобнее перемещаться в каких-то ограниченных пространствах, производить манипуляции, перекладывать его с одного плеча на другое, стрелять из-за укрытий и так далее. Но почему все производители не выпускают свои карабины с длиной ствола 14,5, это отдельный и достаточно интересный вопрос. Оказывается, не только у нашего законодательства оружейного есть свои особенности, но есть также и у американцев определенные ограничения, которые, собственно говоря, сказываются на том, как именно американские оружейники выполняют свои модели этого оружия. И вот в частности, одно из таких ограничений касается длины ствола. Я раньше, честно говоря, сам не понимал, почему большинство производителей AR-подобных карабинов делают их с длинными стволами, 16-дюймовыми. Но в конце концов истина все же прояснилась, и теперь постараюсь рассказать об этом вам. Оказывается, любое оружие в Соединенных Штатах, которое имеет приклад, то есть это не касается пистолетов, винтовки, карабины, ружья, если длина ствола у этого оружия меньше 16 дюймов, то такое оружие называется SBR. То есть Shot Barreled, в данном случае Rifle, либо Shot Barreled Shotgun. Грубо говоря, обрез. И такое оружие должно специальным образом регистрироваться в американских органах власти. Так называемый ATF. Зарегистрировать его не очень-то сложно. То есть это требует уплаты лицензионных взносов, это требует подачи соответствующей заявки. Но большинство американских стрелков, которые разбалованы очень, скажем так, лояльным оружейным законодательством, они просто не хотят этим заниматься. И поэтому стараются приобретать оружие с длиной ствола 16 дюймов и более, для того, чтобы не связываться с его регистрацией в ATF и, соответственно, не подавать информацию о себе и о приобретенном оружии, не подавать ее в государственные органы США. Как же быть в случае, если все-таки хочется более короткий карабин? Как это ни странно, но решение также нашлось. Оно очень своеобразное, но вот чисто американское. Карабины с длиной ствола меньше 16 дюймов, они продаются просто без прикладов. То есть если вы снимете с карабина приклад, вот в таком виде, то вы уже получите не карабин, а, хотите смейтесь, хотите нет, это уже пистолет. По правилам американского законодательства, вот такая штука, без приклада, но с трубой приклада, так как это является конструктивной особенностью данной системы. Без трубы буфера отдачи она просто не работает. Вот такой конфигурации это уже считается пистолетом. AR Pistol есть такой термин у американцев.
Для того, чтобы можно было стрелять из подобного оружия без приклада, сюда устанавливаются различные поролоновые насадки или специальные системы крепления такого оружия к руке. Считается, что упирать его в плечо при стрельбе незаконно, так как приклада по сути у него быть не должно. Но тем не менее стрелять из него все еще возможно. Вы спросите, почему я так подробно обо всем этом рассказываю, если мы все-таки не в Соединенных Штатах и нас это касается в меньшей мере. Дело в том, что производители в Соединенных Штатах, в том числе Patriot Ordnance Factory, они, собственно, и ограничены этим же законодательством, и поэтому при производстве карабинов даже на экспорт с длиной ствола меньше 16 дюймов они вынуждены идти на определенные меры, о которых сейчас немножечко подробнее. Вот, наверное, это будет хорошо видно на этом карабине. Это также карабин производства Patriot Ordnance Factory, только в 308 калибре. Карабин, который называется Revolution, винтовка, которая получила очень много наград и получила огромное признание как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, благодаря тому, что конструкторам удалось разместить систему для стрельбы 308 калибром, ну, по сути говоря, в габаритах карабина под 223 калибр. Так вот, дульный тормоз на данном карабине, а он также имеет длину ствола меньше 16 дюймов, дульный тормоз здесь заштифтован, а штифт заварен. Таким образом, дульный тормоз на этом стволе выполнен несъемным, во всяком случае без вмешательства оружейного мастера. И с этим дульным тормозом длина ствола у данного карабина составляет те самые заветные 16 дюймов, которые позволяют его производителю выпускать его в таком виде, продавать как на внутреннем рынке, так и отправлять на экспорт. Вот такая история, связанная с ограничениями, вызванными спецификой оружейного законодательства Соединенных Штатов. И вот таким образом эти ограничения влияют также и на нас. Потому что стрелки, которые хотели бы иметь карабин POV с более коротким стволом, 14 дюймов вместо 16, ну вот вынуждены будут мириться с тем, что у них установлен несъемный дульный тормоз, либо обращаться в мастерскую для того, чтобы все-таки его снять и установить вместо него другой, либо установить вместо него саунд-модератор. Кстати говоря, я напомню, что из всех карабинов типа R15 и R10 именно продукция Patriot Ordnance Factory наилучшим образом приспособлена для установки саунд-модераторов на эти карабины и винтовки, потому что у них установлен регулируемый газовый блок. Кроме того, это поршневая система, которая работает более надежно, чем обычная система непосредственного отвода газов. И с помощью регулируемого газблока можно переключить его в режим, предназначенный для эксплуатации непосредственно с саунд-модератором. То есть выбрать один из 5 режимов передачи газов в систему перезарядки карабина и добиться того, чтобы он хорошо и надежно работал как с дульным тормозом, так и с установленным модератором. И все это происходило без так называемого овергаза и без избыточного износа данного оружия. Ну и еще пару слов о данных новинках, о мелочах, но тоже довольно-таки интересных. Цвет этого карабина, равно как и этого в области ресивера, называется тангстен, то есть вольфрам. И, ну, действительно интересный цвет, который отличается от, в принципе, приевшегося черного, но и не такой пестрый, как популярная сейчас FDE, либо олива. Вот такой серый, не привлекающий внимания, но очень красивый цвет этого оружия. Также обратите внимание, что длина цевья у карабина Revolution и у карабина P415 в данном случае заметно отличаются. То есть если на Revolution установлено укороченное цевье, которое оставляет газблок открытым, то на P415 цевье достаточно длинное. Оно частично перекрывает дульный тормоз, и при желании установить сюда саунд-модератор вам нужно будет подобрать модель, которая войдет в это цевье и станет на резьбу на стволе. С другой стороны, такая длина цевья позволяет держать данный карабин длинным хватом, который любят многие спортсмены. И делать это действительно удобно. Главное следить за тем, чтобы рука и пальцы не попадали под порты дульного тормоза. Потому что, как минимум, это будет неприятно. Также на всякий случай напомню, что
Компания Patriot Ordnance Factory в линейке моделей Edge перешла на использование фурнитуры американского производителя Mission First Tactical. То есть вот эти приклады, пистолетные рукоятки и, что интересно, магазины. Это не Magpul, это вот MFT, Mission First Tactical. И на первый взгляд очень достойная фурнитура, выполненная довольно качественно. Легкие прочные магазины, удобные рукоятки и очень легкие и в принципе достаточно удобные приклады. Несмотря на них достаточно нестандартный внешний вид, пользоваться ими по отзывам стрелков вполне удобно. Ну а теперь, когда мы познакомились с новинками Patriot Ordnance Factory, давайте рассмотрим новинки производителей оптики. И начнем, пожалуй, с компании Nightforce. Оптический прицел, который установлен на данном карабине, он называется Nightforce NX8. И это очень долгожданный прицел, который жаждали увидеть очень многие стрелки. Дело в том, что прицелы такого формата компания Nightforce не выпускала очень давно. И предыдущая модель этого прицела, она была довольно банальной, с кратностью от 1 до 4х. При этом, несмотря на достаточно хорошее качество изображения, многим стрелкам казалось, что кратности 4х для их задач все-таки недостаточно. Поэтому Nightforce разработала в 2018 году сразу две модели таких прицелов с кратностью от 1 до 8х. Для того, чтобы один прицел на карабине можно было использовать как для динамичной стрельбы по крупным и близко расположенным целям, так и для точной стрельбы по целям, которые размещены на отдалении, например, на средних дистанциях от стрелка. И именно такие прицелы наиболее востребованы в самых популярных сейчас видах стрелкового спорта. Практическая стрельба, триган и так далее. Там действительно нужен прицел, который позволяет очень быстро перейти от режима, по сути, коллиматора на кратности 1х, когда вы можете смотреть двумя глазами на свою цель, одним глазом мимо прицела, вторым через прицел, и работать таким образом быстро и удобно. И очень легко и быстро кратность увеличивается до 8х, благодаря чему можно выцеливать небольшие мишени и стрелять достаточно точно. Данный прицел NX8 оснащен также очень интересной сеткой. Сетка имеет подсветку центральной части. И сетка эта находится в передней фокальной плоскости. При минимальной кратности она довольно крупная и позволяет очень быстро навестись на цель. Здесь есть три крупных, хорошо заметных штриха, которые позволяют вам очень быстро найти сетку взглядом и подвести ее к цели. Если же кратность увеличить до 8х, то становятся заметным дополнительные деления на сетке, которые позволяют учитывать баллистику вашего патрона и вашего оружия, которые позволяют брать поправки на ветер, если это необходимо, и полностью использовать возможности оружия и прицела для стрельбы на большие расстояния по малоразмерным целям. Прицелы Nightforce NX8 с кратностью от 1 до 8х имеют переднюю линзу диаметром 24 мм и трубу прицела диаметром 30 мм. То есть, по сути, совершенно классическая компоновка и классические габариты. Как видите, даже на небольшом карабине этот прицел выглядит очень компактно и вполне элегантно. Также у этих прицелов великолепный запас вертикальных и горизонтальных поправок. Кроме того, они выпускаются как с делениями барабанов и сетки в миллирадианах, так и с делениями в угловых минутах. Это очень удобно, потому что если вы привыкли к какой-то одной из этих систем, то нет необходимости менять свои привычки, можно просто приобрести прицел в МОА, либо в МРАДах и продолжать стрелять так, как вы привыкли это делать. Финализируя о Nightforce, упомяну, что у этого прицела существует, так сказать, старший брат. Это прицел Nightforce Attacker с кратностью от 1 до 8х.
мы ожидаем их прибытия в Украину уже в скором будущем. Attacker отличается от NX8 толщиной центральной трубы прицела 34 мм, более качественной оптикой и более высокой ценой. То есть по предварительным прикидкам в 1,5-2 раза больше, чем у прицела NX8. Поэтому всем спортсменам-практикам я рекомендовал бы присмотреться именно к этой модели, потому что, по моему личному мнению, она целиком и полностью удовлетворяет запросам к подобным прицелам, наверное, 90% стрелков, в том числе стрелков-спортсменов. Но это не все оптические новинки на сегодня. И теперь давайте перейдем к рассмотрению новинок производства канадской компании Armament Technology, которые более известны под торговой маркой Elcan. Здесь действительно есть несколько новых моделей, о которых стоит рассказать более детально. Я думаю, многие из вас уже хорошо знакомы с прицелами Elcan Spectre, который выпускает канадская компания Armament Technologies и которые применяются подразделениями сил специальных операций Канады, США и многих других во всем мире. Они не мудрствуют лукаво и прямо называют эти прицелы боевыми прицелами, Combat Sight. И действительно созданы они, скажем так, с изрядным запасом качества и с изрядным запасом надежности, который позволяет применять их даже в очень неблагоприятных условиях. Из новинок, на что хотелось бы обратить внимание, для начала, наверное, на варианты цветовых разновидностей. Теперь, кроме стандартного черного или темно-серого цвета, доступен также цвет FDE, то есть Flat Dark Earth, достаточно популярный сейчас тактический цвет. И вот так выглядят классические модели Elcan Spectre DR с кратностью от 1 до 4 и с кратностью от 1,5 до 6х. Вот так они выглядят в этом новом интересном цвете. Вот этот прицел, который я держу в руках, он отличается самой доступной стоимостью, но при этом у него всего одна кратность, фиксированная. Кратность 4х, постоянная, неизменяемая. И во всем остальном этот прицел очень похож на две предыдущих модели, за исключением того, что в нем нет переключаемой призмы, и он всегда остается на постоянной кратности 4х. Здесь также есть довольно универсальная настройка подсветки. Можно включать либо только центральную точку, либо всю сетку, по крайней мере центральное ее перекрестие. Здесь также предусмотрена сверху площадка, посадочное место под установку коллиматорного прицела. И таким образом, поставив сверху коллиматор, можно организовать себе комбинацию для работы как на коротких, так и на средних дистанциях. То есть прицеливаться через коллиматор для работы на коротке и использовать прицел с кратностью 4х для работы на дистанциях более отдаленных. В чем смысл? Дело в том, что такая комбинация получится заметно дешевле, чем более сложная и более дорогая модель Elcan Spectre DR с переключаемой кратностью от 1 до 4х. Собственно, тот прицел, благодаря которому эти оптические приборы и стали знаменитыми. Тем не менее, компания Elcan в этом году отличилась не только новыми цветами, но и также совершенно новой моделью прицела. Вот этот прицел, установленный на карабине POV Revolution, он называется Elcan Spectre TR. И он отличается от предыдущих моделей тем, что в нем не предусмотрена ни одна кратность и не две, а сразу 3 предустановки кратностей. И сейчас в подробностях о нем. Если название Spectre DR можно было расшифровать как Dual Range или Dual Reticle, не знаю, как более правильно, то TR это, соответственно, Triple. И
благодаря вот этому колесику с левой стороны кратность прицела можно изменять ступенчато. От единичной 1х до 3х и 9х. То есть в отличие от оптических прицелов стандартной конструкции, в данном случае кратность изменяется не плавно, а вот такими переключениями данного маховика. При этом внутри прицела происходит смещение соответствующих призм, которые, собственно говоря, и изменяют кратность данного прицела в зависимости от потребностей пользователя в данный момент. Что еще отличает этот прицел от традиционных? Ну, как минимум, это механизм внешних регулировок поправок, механизм внешней пристрелки, скажем так, этого прицела. То есть точно так же, как на моделях 1.4, либо просто на модели 4X, на Spectre TR предусмотрено крепление, которое позволяет регулировать вот таким вот образом вертикаль прицела, вращая задний маховик. А поворотом вот этой регулировочной гайки можно настраивать прицел по горизонту. Делается это один раз, после чего теоретически необходимость в каких-либо настройках у вас не должна возникать благодаря довольно интересным сеткам, предусмотренным в этих прицелах. То есть считается, что при необходимости внести какие-то поправки на ветер либо дистанцию, стрелок делает это выносом по сетке. Для того, чтобы баллистика вашего оружия наиболее соответствовала сетке прицеле, компания Armament Technologies предлагает несколько разновидностей прицельных марок в зависимости от калибра и даже в зависимости от предпочитаемых массы пули, используемой на конкретном оружии. Что же касается использования этого прицела, то здесь также есть несколько особенностей, о которых имеет смысл поговорить чуть более подробно. Значит, во-первых, регулировка подсветки. Она здесь находится с правой стороны, многоступенчатая, но самое интересное, что она работает в связке с регулятором кратности. То есть, если вы включите подсветку на кратности 1х, то вы будете видеть в прицеле только яркую точку, которая на единичной кратности позволяет использовать его как коллиматор. Вот, кстати, очень многие недоумевают, зачем настройки оптического прицела вынесены отдельно внешне из корпуса данного прицела. Дело в том, что когда внутри оптики нет такого элемента, как оборачивающая система, с помощью которой, собственно, и вводятся поправки в оптический прицел, это значительно уменьшает количество линз, через которые вам приходится смотреть, когда вы ведете прицеливание. И это очень хорошо, потому что чем меньше оптических элементов в самом прицеле, тем более яркую и четкую и более натуральную картинку такой прицел показывает вашим глазам. И, соответственно, целиться через него значительно проще и значительно удобнее. Так вот, если вы переключите этот регулятор в положение 3х, то вместо центральной точки внутри прицела вы уже увидите полноценную баллистическую сетку для выбранного калибра с отметками дистанций и с достаточно хорошо размеченным горизонтальным крестом. И, соответственно, увеличив кратность до 9х, эта сетка вырастает в размерах, и с помощью такой кратности можно достаточно точно отрабатывать по малоразмерным и отдаленным целям. Единственный момент, о котором стоит помнить, это то, что в отличие от, скажем, оптических прицелов, например, компании Netforce, которые стрелки любят использовать в крайних положениях, то есть либо 1х, либо 8х, и очень редко посередине. Так вот, в отличие от них, в данном прицеле я бы сказал, что самой рабочей кратностью является кратность 3х. То есть самая универсальная и та, на которой, пожалуй, прицел можно оставлять по умолчанию. Если доходит до стрельбы на коротких дистанциях, либо в стесненных каких-то пространствах, в помещениях, тогда прицел переключается в режим 1х. И только в том случае, когда совершенно однозначно вы уверены, что вам нужна большая кратность, тогда вы включаете режим 9х, миритесь с немножко ухудшившимся качеством изображения по сравнению с 3х, но тем не менее за счет возросшей кратности вы можете выцелить необходимую вам цель. По качеству картинки то, что мы видим на 9х,
Это примерно соответствует варианту, как если бы вы вместе с коллиматором использовали так называемый оптический магнифер, да, увеличитель, который ставится сзади и просто увеличивает картинку в несколько раз. Вот так же и здесь. На 3х никаких вопросов к качеству картинки нет, она замечательная. На 1х изображение выглядит в прицеле очень естественно и позволяет стрелять из него достаточно быстро. Ну а на 9х кратность более высокая, но тем не менее использоваться она должна только в тех ситуациях, когда это действительно необходимо. Вот такие прицелы Elcan Spectre TR. Они существуют в двух цветовых вариациях, темно-серая и вот такая немножко отливающая сиреневым цветом. Это новинки 2018 года, и посмотрим, насколько они приглянутся стрелкам и каковы будут отзывы пользователей от этих, ну, действительно интересных и незаурядных прицельных приспособлений. Что ж, друзья, таковыми были наши оружейные новинки на этот раз. Спасибо вам за внимание, и если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь на них ответить. С вами был Тарас, новинки компании POF USA, Nightforce, Armament Technologies. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда оставаться в курсе самого интересного на оружейном рынке, и ждем вас в магазинах сети компании Ibis Охота и Рыбалка. До встречи!